Привет! Итак, в этом видео я решил прокачать, а точнее исправить ситуацию с компьютером подписчицы, и это не рубрика ПИГ, нет, это что-то наподобие помощи или работа над ошибками. Это первое видео подобного характера, и в будущем я также планирую копаться в компьютерах и в ноутбуках, то есть своих подписчиков. Для этого просто присылайте свои истории на мою почту, я буду читать ее, если я подтяну, то возьмусь за ваш проблемный компьютер. Итак, подписчицу зовут Алина, она художник, она дизайнер, музыкант и любит компьютерные игры, и ее ПК был собран примерно в 2016, то есть ему уже почти скоро 7 лет. И в целом компьютер, можно сказать, такие, нормальный, но у него есть, вот знаете, конечно, свои приколы, а именно в работе он заметно шумит, потому что внутри корпуса установили аж целых 6 вертушек, далее у него перестал работать подсветочка на передней панели, еще у нас странно ведут себя USB-порты, есть проблема с наушниками, они почему-то вырубаются и подвисает компьютер, и по железу у нас тоже все интересно. Например, оперативно идет разными плашками на разной частоте, и с этим нужно что-то делать. Короче, моя задача довести все это до ума, почистить, переподключить, сделать тише, одним словом продлить жизнь компьютеру и по возможности улучшить ситуацию с играми, чтобы немножко поднять, скажем так, FPS. Ну а ключевая задача — это сделать компьютер комфортным именно для работы. Все-таки сидеть за ним художнику или художнице Алине приходится часто, то есть там рисовать, делать заказы, и нужно исправлять ситуацию и все эти мелкие неприятности, скажем так. И раз уж речь зашла о рабочих компьютерах для дизайнеров, художников, то уже сегодня можно и не собирать компьютеры в домашних условиях, а просто арендовать для этих задач выделенный сервер у провайдера. Например, это можно сделать в Selectel, крупного провайдера облаков и IT-инфраструктуры. В Selectel есть бюджетные серверы в линейке Chipcore, и они собраны из консюмерского железа, в том числе десктопных процессоров. Только в отличие от домашних ПК, серверы значительно надежнее. Они работают на базе собственных дата-центров Selectel с бесплатной базовой защитой от DDoS атак и под круглосуточным наблюдением специалистов. Вам не придется беспокоиться о подключении серверов к сети, бесперебойном питании и своевременной замене комплектующих. Всем этим занимается Selectel. На серверах Chipcore доступная аренда видеокарты, и это очень важная опция, особенно если вы занимаетесь 3D-моделированием, рендерите сложные проекты или делаете анализ данных, обучение нейросетей и так далее. Выделенные серверы Chipcore позволят вам решать базовые задачи, для которых не нужны топовые производительные машины за десятки тысяч долларов. И что интересно, в Selectel можно арендовать выделенный сервер на срок от 1 дня. Цены на аренду за месяц стартуют от 800 рублей за модель с 4-ядерным процессором и 4 оперативы, а также на 4 самые популярные конфигурации сейчас действует скидка 20%. Оптимальный выделенный сервер можно выбрать уже из готовых конфигураций на сайте Selectel. Там они уже собраны, протестированы, и на их запуск потребуется от 2 минут. На случай, если у вас все же возникли вопросы, круглосуточная техподдержка Selectel в любой момент будет готова вам помочь. Регистрируйтесь по ссылке в описании под этим видео и заказывайте выделенный сервер из линейки Chipcore. Рекомендую. Ну а мы вернемся к теме нашего видео. И первым, чем я решил заняться, это протестировать сам компьютер в том виде, в котором он приехал ко мне. Это делается, чтобы потом уже понять, чем нужно мне заниматься. И сперва, конечно, была заметна проблема с наушниками. Там отваливались USB-порты, также был заметен шум вентиляторов. Некорректно еще при этом работала подсветка спереди, и, конечно, запуск игр тоже вызывал определенный интерес. По железу у нас внутри стоит, значит, i7 7720 на 4 ядра 8 потоков и видеокарта RTX 1050 Ti. Короче, GTX, такое неважно. Монитор дальше у нас дома у художницы 4К, но запускает игры она в 2К или QHD. Поэтому я решил проверить парочку игр. Это Ведьмак 3 и GTA 5 именно в 2К на Ultra Full. То есть именно в 2К, то есть, неважно. Итак, начнем, пожалуй, с конца. Тут я выставил очень высокие настройки в 2К, и в среднем видим от 45 до 50 FPS. В целом можно даже нормально, знаете, пройти игру, но все-таки не здесь вот стабильных 60, и думаю, их можно получить, если заняться железом, потому что внутри у нас две плашки оперативы, одна на 16, вторая на 8, и все они работают на частоте 2133 с ужасным таймингом 24, 25, 25, 40. И вот тут однозначно нужно что-то делать с этой оперативой. Также для интереса я закинул дальше третий Ведьмак, и тут я впервые отчетливо услышал хруст жесткого диска. Внутри ПК, значит, у нас стоит один SATA SSD-шник на 240, и за все остальное отвечает обычный винт на 1 терабайт. А запуск игр, насколько вы знаете, на жестком диске с открытыми локациями, это очень больно.
больно и видим постоянные микрофризы, статоры и прочие неприятности. И знаете, я прямо вот сходу решил заменить в этом компьютере жесткий диск и даже вытащил свой SSD-шник на 1 терабайт и думал, что таким образом я сделаю всю машину на одном SSD быстром, но я забыл, что на старой материнской плате нет M2 слота и подключается SSD все через обычный SATA кабель. И понятное дело, что у меня нет дома случайно SSD на 2,5 дюймов, да еще и объемом на 1 терабайт. Есть только старенькие на 242 штуки, но этого действительно мало, поэтому придется оставить обычный винт. Жаль, конечно, это бы серьезно улучшило ситуацию с запуском игр, ну а что поделаешь, как бы имеем, что имеем. В общем, после тестов я таки начал заниматься железом и решил все почистить от пыли и полностью разобрать компьютер, и даже снять материнскую плату и блок питания. Особенно я навытирался пыли именно на вертушках, и, кстати, я решил таки снять 3 ветродува в самом корпусе, потому что, честно, я вообще не вижу в них смысла. Ну, как бы температура железа и так невысокая, я бы даже сказал очень низкая, с учетом того, что в комнате плюс 27 и на улице лето, и поэтому я оставил только спереди 2 вентилятора на вдув, и на тыльной части тоже оставил 1. Скорее всего, столько вертушек нужно было, я думаю, для пассивной системы охлаждения процессора. А именно такая стоит в этом компьютере. Ну, а если я сниму эту здоровенную бандуру и поставлю обычную башню, то все как бы уже нет больше смысла от 6 вентиляторов и останутся только 3 штуки. Это, по идее, должно хоть немножко понизить шум, издаваемый от компьютера. Ну и далее я, конечно же, разобрал видеокарту, тоже решил ее почистить, все же почти 7 лет не менялась термопаста, да и пыли она тоже наелась прилично. Именно видеокарта самая недешевая в этой сборке, стоит она почти $300 по сегодняшним ценам, и это прямо ее, то есть нужно очень сильно беречь. Также хотелось бы отдельно обсудить блок питания и оперативную память. И вот что насчет питальника, то, судя по всему, у нас стоит здесь от компании Hyper, это бюджетные блоки, и обычно их ставят, то есть, чтобы сэкономить. Но мне кажется, что лучше будет, если я поставлю нормальный новый Cougar на 600 Вт с сертификатом бронза, и это явно поинтереснее, чем какой-то там Hyper. Да, у него не все провода в оплетке, но сам кабель питания для видеокарты я подключу через переходничок, и он будет у нас белого цвета, именно под цвет корпуса, а не черно-оранжевый, что стоял раньше. И, кстати, на процессор я тоже поставлю новую башню Deepcool в белом цвете, и это визуально будет приятнее смотреться, чем просто кусок металлической, даже не знаю, просто стоял такой, знаете, жестяной квадрат именно в центре, и это довольно скучно. Но окей, что насчет оперативной памяти, то тут я тоже решил заменить ее на новую нормальную оперативу Patriot Viper. Да, можно было как бы в принципе оставить и так, что было, то есть 24 оперативы, а не 16, но, во-первых, смотрите, там очень разная память, одна из плашек вообще очень старая, и я уверен, она уже как бы на стадии присмерти, а вот вторая, то есть та, что на 16, она, кстати, порядочная, но все же стоит сравнивать результат до и после, чтобы понять, стоит ли вообще менять память или все же оставить так, как есть. Пока что я поставлю новую для проверки, и в целом после вот замены железа я починил подсветку на передней панели, там просто заменил коннектор на новый, и еще я снял странный USB хаб из PCI порта, он скорее всего мешал нормально работать остальным USB. В остальном, что еще интересного? Ну, наверное, то, что я существенно упростил и уменьшил количество всяких там проводков в кабель менеджменте, плюс обязательно обновил все драйвера, скачал самые последние на видеокарту, обновил Windows, проверил в диспетчере все железки, настроил в BIOS скорость вентилятора, выставил нормальные тайминги на оперативной памяти, плюс к этому я почистил реестр от мусора, провел дефрагментацию жесткого диска впервые за 7 лет, и он даже, знаете, стал чуть тише работать. И, конечно же, в конце я освободил немножко места после обновления винды. Вот такие вот дела. В общем, друзья, теперь как бы ПК прошел полную пересборку, чистку и настройку, были заменены некоторые железки, это блок питания, оперативная память и охлаждение процессора, ну а сами наушники теперь не вырубаются каждые 5 минут и хотя бы работает несколько часов, и вроде бы с ними все в порядке. Что насчет игр, то я запустил все тот же Ведьмак 3 и GTA 5, и вот в первом случае вообще нет никакой разницы в количестве кадров, и даже чуть выросла температура на процессоре и видеокарте, что странно, хотя нет, тут это скорее всего связано с тем, что я снял 3 вертушки, чтобы они не шумели, плюс еще я поднял частоты на видеокарте, хотя все равно даже так температура очень далека еще до критической. Но вот что действительно изменилось, так это кривая фреймтайма. Видимо, жесткому диску стало чуть легче, и оперативная память с ужатыми таймингами на частоте 2400 все-таки сказались на фрейме. Уже не так заметны точеные
пики, все эти микрофрезы, и картинка не кажется сильно такой, знаете, ломаной. То есть теперь у нас нормальный 30 плюс FPS, не порванный, и давайте следом запустим GTA 5. И вот тут уже более заметна разница, и в среднем видим 60, 65 и даже местами 70 кадров против 45-50 до чистки и прочих действий. То есть в среднем мы получаем на выходе плюс 10-15 кадров с более плавной кривой фреймтайма и 12 миллисекунд против 20 миллисекунд. В общем и целом мы видим небольшие изменения, игры стали немножко быстрее, хотя в Ведьмаке изменился только фреймрейт. Но самое важное, что теперь у нас работает подсветочка, сам компьютер стал чуть более симпатичный после замены того самого металлического радиатора, есть также прирост в производительности и вроде бы наушники тоже пока что работают нормально. Я уверен, что теперь на такой машине можно еще просидеть примерно 5 лет, хотя уже он и старенький, понятное дело, но вот именно имеем, что имеем, и, наверное, я еще буду снимать в будущем такие видео. Вы присылайте свои истории мне на почту, я почитаю их обязательно. Важно, что вы были при этом моими подписчиками, и хотя бы опишите свою проблему или снимите маленькое видео. Все ссылки в описании я оставлю под этим видео и все условия и прочее. Ну и на этом я уже буду, наверное, заканчивать мое видео. Увидимся с вами уже очень скоро. Всем желаю не болеть и только здоровья. Всем удачи. Пока-пока.